Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня я начинаю новый вязовлог. Сегодня у нас уже понедельник, и я хочу начать с нового процесса. Я продолжаю серию маленьких игрушек, и в прошлом вязовлоге, когда я показывала своих зверят, я упомянула, что хочу связать одного персонажа из мультика. И пока я буду с вами разговаривать, говорить о своих процессах, я буду потихонечку собирать. И я думаю, что вы догадались. Все очень просто, потому что оттенок игрушки фиолетовый. И у зверька по 2 пары ушек на каждую сторону. И, конечно же, я думаю, вы уже точно догадались, кто это такой. Я вяжу игрушки не стопроцентной копии, а просто подобие. То есть цвет лунтика у нас фиолетового оттенка. У лунтика 4 ушка, то есть это сразу можно понять, что это зверек из мультика. Вот. Я не вывязывала шейку у него тут специальную, я сделала к нему дополнительный шарфик такого же оттенка. Так же, как и в прошлом вязовлоге, я вязала Винни-Пуха. То есть мы все привыкли, что игрушка Винни-Пух — это желтенький пузатенький мишка в красной кофточке. Также и образ я пытаюсь передать. Также и когда я вязала мишку Тедди, то есть я пытаюсь передать образ, и все знают, да, что мишка Тедди у нас серенький и с небольшими вышитыми швами, да, и сразу понятно, что это стиль Теддика. Но здесь я решила сделать стиль лунтика. Много планов связать разных зверят, но вот как раз таки хотела попробовать и схемку лунтика. Сейчас я прицеплю. Вот так вот, в принципе, выглядит мой лунтик. Пока еще не думала, как я буду оформлять мордочку. Либо пришить носик небольшой и вышить в него полосочки и сделать глазки. Либо же не вывязывать дополнительный носик и оставить его на ровной поверхности. В общем, задумочка у меня вот такая вот. В общем, задумка мне, в принципе, понравилась, как выходит. Маленький лунтик, маленькая игрушка. И как раз таки хочу проверить, как она зайдет на ярмарке. Также в процессе в дальнейшем будет схемка и на лунтика, не переживайте. Я думаю, уже много кто захотели, потому что связалась, честно говоря, на одном дыхании, легко и просто. Единственное, что нужно будет помучиться, это с вышиванием пятнышек и потом его пришивание. Вот. А так, в принципе, все аналогично моим зверькам: голова, туловище и ручки. И вот я еще не могу понять, я еще не рассмотрела мультик, есть ли у лунтика хвостик, вот, есть ли он или нету, надо будет посмотреть. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать на сегодняшний день. Готовый результат вы уже увидите чуть позже, так что оставайтесь со мной, приятного просмотра и до нового дня. Всем привет! У нас уже сегодня новый день. Я получила уведомление, что моя посылка с почтой пришла на Озон. Иду сейчас забирать. Вон наш парк Галицкий виднеется. Надеюсь, моточки все пришли, потому что когда я заказывала, вроде как Ярнер джинс на сайте был полностью, а на следующий день его уже не было. И получается, цены поменялись. Я заказала по одной цене, например, Cotton Gold был 205 рублей, а потом на следующий день буквально он уже стоил 179. Вот, и Газал джинс я заказала по 94, а сейчас он по 83. Получила посылку вот в таком интересном мешочке, килограмм сахара. Вот, иду домой, и будет распаковочка у нас. Я наконец-то дома, уже решила сразу отснять, пока светло. Хочу показать вам свой процесс, который я вязала, и посмотрите, что у меня получилось. У меня получился такой вот миленький лунтик. Проблем, конечно, я нахватала с оформлением мордочки. Я изначально сделала глазки с фетровыми кругляшочками белыми. Мне не понравилось. Я очень долго не знала, как вышить носик и ротик. Мне все не нравилось. И, в общем, мой псих взял верх, и я убрала все блики, просто сделала глазки, вышила белой ниточкой, и носик я оформила просто точечками.
И вот такой вот лунтик у меня получился. Моя задача была передать образ игрушки, и чтобы все могли понять, что это за зверек. Ну, как показывает моя практика ВКонтакте, все догадались, что это лунтик. И, в принципе, чему я очень рада. И, конечно же, чтобы проверить мастер-класс, я связала еще, но уже желтенькую. Это новая подружка лунтика Луна, или Луня. Я недавно о ней только узнала. И вязалась тоже очень легко и просто. Ушки я вязывала в процессе вязания головы, очень удобно. Единственное, что вот, да, помучилась по поводу пришивания вот этих вот пятнышек, а так в сложности ничего нету. То есть мне нравится, что у меня получилось. Мои малыши пополняют мою коллекцию. Мастер-класс обязательно будет. Следите за новостями, подписывайтесь ВКонтакте в группе, там все свежие новости. Вот. И, конечно же, у меня сейчас еще идет один процесс. Процесс простой. Я начала вязать зайку. У меня уже столько зверят собралось, а зайку по классике я таки не связала. И, конечно же, я исправляюсь. Начала вязать с туловища. Розовую зайку хочу сделать и в полосатом свитерочке, тоже нежном розовом. Все оттенки ярно джинса, кроме белого. Белый это Cotton Gold. Вот такой вот процесс у меня. И, конечно же, я хочу вам показать это распаковка пряжи. Что я заказала, по каким ценам у меня получилось. Потому что сейчас я знаю, что на этом сайте цены сейчас дешевле, чем я заказывала. Вот. И буквально это все произошло за один день. Ну что, давайте посмотрим, что я заказала. Вот такой вот мешок. Первый раз я в таком получаю мешочке. Это доставка Озон была. К сожалению, выше камеру я поднять не могу. Так, ну, вот это моя доставка, мой адрес. Ну что, давайте откроем и сразу же посмотрим, что я получила. Сейчас, кстати, ярнар джинсы на этом сайте нету. Это единственное, что меня подфартило. Я успела заказать ярнар джинс по 94 рубля. И газал джинс тоже здесь есть по 94 рубля, но сейчас он стоит 83. Вот, я буду доставать из пакетика и сразу вам показывать. Так. Зацикливаться по номерочкам я не буду. Это они практически одинаковые. 18,2 и 18,74. Так, складывать. Мой любимый оттенок. Тоже добавочку пудровый. Это получается все оттенки ярнар джинса я выбрала. Здесь такие пастельные тона, ближе к светлому, и которых у меня не было. И вот с такого оттенка я еще ни разу не вязала. Хочу попробовать мишек. Он такой более светлый, коричневый, кофе с молоком, да, или такой какао. Вот у меня в основном такие коричневые, темненькие. Этот взяла на пробу. То есть вот так вот 10 моточков ярнар джинса у меня. Так, это получается, что я взяла из серии Alize. Я взяла Alize Cotton Gold Hobby попробовать. Тоже такой необычный оттенок. Думала, что он немножко посветлее, но теперь буду знать, что это. Он более темный. Здесь 50 грамм на 165 метров. Так, и расцветка 446. Из этой пряжи я еще не вязала. Как раз таки хочу попробовать. Потом из этой же серии, я так поняла, Alize Cotton Gold Hobby. То есть это... Говорят, что то же самое, только скрутка другая, но судя по ниточке, кажется, что немножко все равно есть отличия. Ну, в принципе, нужно связать и сравнить. Так, вроде по ниточке смотришь разные, а может быть вязкие, и по структуре вязания крючком будет совсем по-другому чувствоваться и смотреться. То есть у меня вот будет такой эксперимент, сравнить и посмотреть. Cotton Gold, белый оттенок. Я пользуюсь белым оттенком только из этой фирмы. Самый нормальный. И так, в стороночку. И также я заказала на пробу джинс Crazy.
один моточек для единорожек у меня ближе к зеленым оттенкам есть, а такой расцветки ближе к розовой нет. Вот решила тоже попробовать. И взяла 5 моточков Газал Джинс. Тоже такие оттенки. Это для лисички. Ламандовый цвет мне просто нравится, я его взяла. Газал Джинс, это я хочу связать лягушечку попробовать. И светлые оттенки тоже. Они всегда популярны, всегда в тренде. Будет что вязать. И взяла тоже на пробу попробовать из этой серии. Это итальянская пряжа, она была по акции. Этрофил Амигуруми. То есть здесь идет у нас 50 грамм на 145 метров. Немножко меньше, чем Газал Джинс. Видите, какой маленький моточек. Но скрутка тоже вроде как симпатичная, хорошая. Надо будет тоже попробовать связать. Это, наверное, будет у меня, может быть, лисенок или медвежонок такой. Оранжевый, коричневый, не знаю, как сказать. Ну, тоже красивый оттенок. В общем, у меня впереди эксперименты с пряжей и с новыми игрушками. В принципе, я покупкой довольна. Все, что я хотела, я заказала. Конечно, бы для полного счастья еще бы сделать заказ, но там уже посмотреть. Посмотрим сейчас, как поменяются цены, потому что они вроде как еще упали. Посмотрим, как будет дальше прыгать расценка. И давайте я вам скажу по ценам. Газал джинс и Ярна джинс я заказывала по 94 рубля. Некоторые оттенки Газал джинс были по 99 рублей. Так, Этрофил вот этот я заказала по 105 рублей. Хобби Cotton Gold я заказала по 109 рублей. Вот этот вот 104 рубля. Ализе Cotton Gold 205 рублей. Вот. И тоже, видите, джинс, не все оттенки по 94 рубля. Здесь один, это Crazy. Crazy вот этот по 100 рублей, хотя был написан 105 рублей. Вот, ну все цены вроде остались, как и заказывала. А сейчас на этом сайте цены дешевле. Газал джинс сейчас 83 рубля. А Cotton Gold 179 рублей. Я заказала за 203. Вот, так что, кто хочет заказывать, бегите, покупайте. Это получается рукоделие Ростов, рукоделие онлайн сайт. И там все сейчас заказывают. Потому что другие сайты сейчас очень-очень дорогие. Цены не сбрасывают, особенно на Cotton Gold. То есть я заходила, смотрела, цены так и остаются 250-270 рублей. То есть это вот сейчас самый оптимальный сайт, где можно заказать пряжу с хорошей ценой. Вот, после изменений. Так что ладно, пойду дальше вязать, дальше пробовать и встретимся уже с вами в другом подключении. До связи. Всем привет! Новое подключение. Вчера я ничего не снимала, но у меня есть продвижение. Я связала по этой же схемке, как и все малыши, зайчиком. Я вам показывала начало. И буквально за несколько часов я успела связать зайчика и оформить его вместе с шарфиком. Получается, здесь у него глазки номер 8 я сделала. И выбрала такие яркие оттенки. То у меня все бледное, такое вот, и решила сделать все-таки поярче. Также его связала в свитерочке в полосочку, рукава решила не обвязывать. И вот такой зайка у меня получился в коллекцию и также поедет со мной на ярмарку. В предыдущие дни, которые я не снимала, точнее, предыдущий день я не снимала, я подготовила мастер-класс по лунтику и луне. Есть уже
ВКонтакте в группе и также есть на Яндекс.Дзен. Я оставлю вам ссылочки, а где удобнее, там вы можете посмотреть схемку и связать такого же малыша. Вот. А сейчас у меня еще один процесс. Я решила также пополнить коллекцию. Это получается у меня будет единорожка. Я вяжу из новой пряжи, которую успела уже закупить. Это у меня, я выбрала оттенок нежно-голубенький Cotton Gold Hobby. Это в новой форме. Здесь 50 грамм на 165 метров. Цвет очень красивый и насыщенный. Вот такой вот. Он очень похож с Ярнард джинсом, но с васильком. Но этот оттенок более такой нежный, более такой красивый. Сейчас покажу вам для сравнения. Вот этот Ярнард джинс, это оттенок номер 75, а это Cotton Gold. Он более такой выбеленный, такой более молочный, смешанный, чем Ярнард джинс. Все оттенки красивые, но вот этот мне больше всего нравится. Это оттенок у нас, по-моему, 513. Cotton Gold Hobby в новой упаковочке. Вот так вот выглядит. Вот, это у меня единорожка в этом цвете. И получается такая вот малышка. Гриву я вяжу из пряжи Yarn Jeans Crazy. Красивые тоже цвета у него. Вот такие вот расцветки. Я покупала его одного на пробу, так как Yarn Jeans я еще не вязала, но мне очень понравилось. Он очень воздушный, мягкий. И гриву еще пока не взвешивала, сколько потратила на игрушку, потому что это, так сказать, первая единорожка в таком маленьком формате, и не знаю, сколько уйдет на нее гривы. Я обычно вязала из хлопка гриву, а тут решила все-таки попробовать из полухлопка. И она такая более яркая, более насыщенная. Сколько уйдет граммов, я не знаю. Это, наверное, я вам смогу сказать чуть позже. Это у нас Yarn Jeans. Здесь идет Color 7205, 5545. Те же самые циферки, как у полухлопка, 50 грамм на 160 метров. В общем, такие вот оттенки новые для меня, и мне все нравится. Гриву я вяжу на единорожку по прядкам. То есть у меня получается 2 прядки по 5 кудряшек, и последняя прядка на макушку у меня получается 4 прядки. Вот так они в соединенном виде, и потом просто буду пришивать. Потом буду просто пришивать их, и все. А также я к процессу этому уже успела связать тело и прицепила к нему хвостик. На хвостик пока привязала, пришила, точнее, не пришила, а прицепила 3 прядки, но хочу, наверное, еще 2 сделать и 2 покороче, чтобы он был такой пышненький вверх, и чтобы единорожка прям вся в кудряшек была. Вот так она выглядит. Также рост у нее примерно 13 сантиметров до макушки, без учета рожек и ушек. Вот. Как бы мне процесс нравится, как получается игрушка тоже нравится. В принципе, довольна своим результатом. Осталось связать и посмотреть все, как же будет реагировать на такие игрушки на ярмарках. В общем, это весь такой небольшой процесс у меня получился. Я с вами поделилась. Дальше пойду вязать. Также схемка на единорожку тоже будет, так как и на всех маленьких зверят по этой же схемке. Просто нужно немножко подождать. На Лунтика прям так сильно просили схемку, что он у меня получился вне очереди. А обычно я планировала связать сначала бегемотика, мишку, ну как выходят игрушки, и по этой же очереди делать мастер-классы. Вот такой вот у меня яркий процесс получился сегодня. Пойду дальше вязать. Вам говорю пока и до новой связи. Всем привет! Сегодня у нас уже начало нового дня. Сегодня пятница, и получается сегодня я отснимаю последний кусочек видео с готовым результатом. Я довязала единорожку, оформила, но вот сейчас смотрю, я забыла оформить ей ноздрики. Чуть попозже я это также сделаю. Единорожка полностью у меня готова. Я результатом своим довольна. Связалась она быстрее, чем думалось. И, кстати, пряжи на нее ушло меньше, чем я тоже планировала. То есть у меня получается с одного мотка можно связать 2 игрушки. Если весы у меня показывают правильно, но я вроде как проверяла на других мотках, перезвешивала, что с этой
то по этой схемке с одного моточка можно связать 2 игрушки. На единорожку у меня ушло примерно 20-22 грамма пряжи. И еще остается столько же, чуть больше, на другую связать. И также у меня один моток гривы хватило на 24 грамма. То есть 24 грамма я потратила, чтобы связать гриву для единорожки. На гриве у меня 14 прядок. 2 ряда по 5 и последний ряд 4. И вот такая вот прядка хвостика прикреплена. То есть здесь 24 грамма ушло на игрушку. И в итоге можно посчитать, что 45-48 грамм уходит полностью на единорожку. То есть это результат очень хороший. Здесь я вязала рог из светло-желтой пряжи. Это, честно говоря, какой попался у меня на глаза. Это Картопо Амигуруми. Беленький оттенок мордочки это у нас Alize Cotton Gold. И просто пришила пуговку. И также ему связала шарфик по схемке шерстяных, только связала из полухлопка, так как это единственный яркий оттенок, который был у меня из пряжи Yarna Jeans, чтобы более подходил к единорожке. Вот такой вот результат у меня вышел. То есть это очень хороший результат. Я так скажу, что с одного моточка можно получить 2 игрушки. И в принципе рост у них нормальный. То есть это рост 13 сантиметров игрушки от ножек до макушки головы. Вот, фокус плохо ловит у меня. И что я могу сказать, на этой недельке я успела связать. Мои итоговые результаты за эту неделю. То есть я успела связать 4 игрушки. На прошлой неделе я связала 6. С каждой неделькой у меня все меньше и меньше. Вот, ну, в принципе, как получается, да, так и вяжется. Вот такие 4 игрушки на этой недельке у меня родились. У меня, конечно же, есть еще один новый процесс. Я планировала его, конечно же, связать на этой неделе и как раз испробовать для себя новый оттенок. Я из зеленого оттенка практически не вязала никогда, только где-то маленькие кусочки взять, довязать, там листочки, но чтобы игрушку я не вязала. Изначально планировалось из этого оттенка связать лягушку, но нет, это будет совсем другой зверек, но вы уже сможете его увидеть на следующей неделе. Такая небольшой интерес оставлю к следующему вязовлогу. Это получается оттенок Gazal Jeans. Это новая упаковка у Gazal джинса, 58 хлопка, 42 акрила, 50 грамм на 170 метров. И что я могу сказать, что на ощупь вязания здесь немножко изменился. Он более стал плотным, потому что если вот на видео посмотреть, крестики, да, по вязанию, они более такие выпуклые и шуршавые. То есть это очень хороший результат у этой пряжи. Изначально у меня были Gazal Jeans старых оттенков, старых образцов. Сейчас покажу. Например, вот этот вот старый образец, я покупала их, закупалась ими давно, уже порядка почти 1,5 года, и у них есть отличные этикетки. Но сам факт на пряже, здесь пряжа была раньше более мягкая, более такая воздушная, что ли, так сказать. С Yarna джинсом, если сравнить, то не так, кубики, крестики, точнее, тоже выделяются, но не так сильно, как на Gazal Jeans. Как будто здесь с добавками с необычным хлопком, а с мерсеризированным, потому что, видите, даже небольшие блески идут, как будто мерсеризированный хлопок сюда попал, но пишет, что обычный хлопок в составе. Мне нравится вязать с этой пряжей, хочу довязать игрушку и посмотреть, сколько уйдет этой пряжи на нее, и посмотрим. Вяжу я крючком номер 2 все. Вот так вот. На этом этапе я, наверное, буду с вами прощаться. Приятного вам просмотра. Если вам понравились мои игрушки и мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых связей. Также следите за новостями ВКонтакте. ВКонтакте и Яндекс.Дзен в статьях у меня появляются мастер-классы. Так что всем пока и до новых встреч.